Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца октября 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И карты у нас сегодня удивительные. Это колода добра, которую прорисовала прекрасный таролог и талантливая художница Колет Барон Рид. Она взяла за основу 78 карт, но подает изображение с позиции позитивной психологии, мои дорогие водолеи. Вот, наверное, как призыв. Давайте будем добры к самим себе, к собственной душе. Где-то себя не муштровать, больше себе доверять. Это очень важно в нашем изменяющемся мире. И если мы говорим вторая половина октября, это период, когда коридор затмений. Он начался с 14 октября солнечным затмением в знаке зодиака Весы и закончится 28 октября лунным затмением в знаке Телец. И Телец, и Весы – это правящая планета Венера, поэтому где-то вторая половина октября вопросы, связанные на оси отношений или взаимоотношений, как и в социуме, так и в личной жизни, с соседями, может быть, еще с кем-то, те люди, которые нас окружают. Вопросы благополучия в целом, ну и финансов тоже где-то будут актуальны. И причем, скорее, это не какая-то новая история. Скорее всего, нам что-то будет, как будто наша личная жизненная история, возвращать ту ситуацию, которая была, может быть, в начале года или в апреле, в конце апреля, в 20-х числах. Может быть, это то, даже не само событие, а наша какая-то задумка. Вот, скорее всего, мы к чему-то вернемся. Или за этот период уже история вот эта обросла новостями. Опять же, какие-то события, обстоятельства добавились. И мы как-то по-другому будем смотреть на то, что происходит. Ну вот давайте мы с вами узнаем, что придет. Первая карта. А что уйдет? Может быть, само? Или будет неактуальным уже? Чем дело кончится? А чем сердце наше успокоится? Что нас порадует? Что скрыто? Достанем такую карту. Имеется в виду, может быть, это мы чему-то не придаем значения, думаем, что это не важно, не обращаем, может быть, внимания. И достанем 3 карты. Это будут 3 события. Или, может быть, одна какая-то составляющая и какие-то нюансы, детали. Давайте будем узнавать, что придет. Но подведение итогов как будто неизбежно. Может быть как выбор, так и своеобразный итог. Вы можете оказаться, как и в отношениях, или это у кого-то по работе проигрывается. Ну, та или иная ситуация, когда мы понимаем, что нет смысла что-то продолжать. Хотя сама по себе в этой колоде очень добрая карта. И она нам говорит изящное завершение чего-либо и новое начало одновременно. Момент перехода для вас, может быть, как какое-то, знаете, ваше основное решение будет. Иногда эта карта касается наших близких, родных. Может быть, какая-то история сама по себе заканчивается, и вы чувствуете словно освобождение. Вам на душе становится легче. Когда мы принимаем, что да, возможно, что-то мы не можем изменить, но вот как данность это сложилось, значит, сколько себя не мучай, но мы вот действительно на что-то не влияем и коренным образом переломить какую-то ситуацию не можем. Это новое мышление. По этой карте идет прозрение. И, кстати, посмотрите, карта изображена как ангел. И хоть перышки как будто летят, но имеется в виду, что это мы какие-то мысли уже ненужные словно отпускаем. Хотя у вас это как придет в позиции. И значит, какая-то может, знаете, как переоценка ценностей быть у вас. Или что-то новое, если нам карта говорит о том, что как прозрение, оно приходит с тем, что мы делаем какой-то вывод. Мы видим беспристрастно какую-то картину обстоятельств нашей жизни, может быть, той обстановки, в которой вы находитесь, ну или отношений, но это перезагрузка. И карта нам говорит, что-то совершенно новое уже стоит на пороге. Вот какой-то такой период, который будет связан
Ну, где-то, может быть, отчасти с философией, не без этого, переосмыслениями какими-то. Но это для того, чтобы взять старт в будущее. Давайте мы посмотрим, а что уйдет, что заканчивается. Правда, сам по себе итог. По этой карте мир, это сам по себе мир. Мы достигаем какого-то не только внутреннего баланса, а нас что-то будет радовать. Может быть, словно отпускает, если мы говорим сложная ситуация, у кого-то может быть и так, или обстановка сложная вокруг вас, и вы, значит, мои дорогие водолеи, найдете из нее выход. И по карте мир это как новый ракурс, вот продолжает как раз десятку воздуха эта карта, когда мы пересматриваем взгляды на жизнь. И если мы говорим, что уходит, вот как раз по этой карте и уходит печаль, тревога, какое-то разочарование уходит, а на место этого приходит гармония, душевное равновесие. По этой карте приходит также вдохновение. Давайте мы узнаем, чем завершится. Правда, это, знаете, для нас будет очень ощутимый такой эквивалент, потому что по девятке Земли это прообраз самодостаточного человека. И если мы говорим, чем дело кончится, каким-то не просто итогом эфемерным, а вполне какой-то конкретикой, может быть, материализмом, получением денег, решением тех или иных вопросов. По девятке Земли в любой колоде карт это когда мы надеемся сами на себя где-то, но и совершенно другие у нас возможности. По этой карте идет какая-то дисциплина, самодостаточность, как я уже говорила. Это словно мы закладываем последний камень в фундаменте. Вот есть такое прописанное в этой колоде карт. Мы получим удовлетворение. Может быть, это от работы, может быть, это от приложенных усилий. Мы получим не просто результат, а который нам добавит уверенности в себе. Наверное, это все очень важно. И чем сердце успокоится любовью, мои дорогие. Двойка воды, две рыбки золотые. Хотя эта карта говорит еще не только о душевном равновесии. Вот от начала до конца все карты говорят. Опять же, об уверенности. Может быть, у кого-то это проигрывается в личной жизни. Может быть, как признание любви. Может быть, это просто само по себе, как эмоциональный баланс, мои дорогие. Ну вот правда, и про гармонию, и про уверенность, как и финансовую стабильность нам говорят карты, так и хорошее настроение. Все же по двойке воды идет даже не столько вдохновение, а когда мы находим или наш отклик, или наши какие-то желания находят отклик в чьей-то еще душе. Это гармоничное партнерство, это прочные отношения с любимыми. Это значит, даже если были какие-то тысячи неопределенностей, мы можем что-то проговорить и определиться с чем-то. Может быть, уходит тревога, правда, или печаль какая-то. Даже если мы что-то не смогли изменить, значит, с душевным спокойствием мы примем то, на что мы не влияем. Но здесь, конечно, у каждого по-своему проиграется. Кстати, по двойке воды есть такой элемент, когда мы можем со всеми договориться. Мы в более лояльных энергиях к людям, и люди нам отвечают тем же. Что скрыто? По семерке огня, посмотрите, у нас тут темное небо, и словно светлячки, как звездочки летают, изображен единорог волшебный, да, помощник наш. По этой карте мы что-то, наверное, хотели осуществить. Это нет нарочито скрытого чего-то, да и вы правильно видите обстоятельства, наверное, поэтому и какую-то ситуацию вы можете буквально выровнять и остаться довольным. Это верхний ряд нам говорят карт, но это сопротивляемость трудностям. Это какая-то, может быть, и наша идея, или наша, с одной стороны, настойчивость реализоваться, самореализация. Это продолжить нам предлагают по этой карте свой путь, или не отказываться, может быть, от ваших намерений. Может быть, они из разряда иррационального, вот как этот единорог, да? Ну, нет в реальной жизни единорога, но тем не менее сохранять вот эту иррациональность или какое-то свое намерение, как будто карта нас призывает не отказываться, может быть, от своих честолюбивых планов, почему нет, оставаться в целом верным себе. Вот как-то так. Давайте мы посмотрим события. И тогда мы, наверное, можем сказку сделать былью по вестнику Земли запросто. Тут как будто реальность в наших руках.
возможности и финансовый достаток. Все зависит от наших приложенных усилий. Карта трудолюбия, карта честности, преодоления каких-то препятствий благодаря разумным нашим действиям. И, знаете, правильные решения и выносливость тоже проходит по этой карте. И тогда для нас это будет, может быть, как дело на долгий период времени, или мы можем заинтересоваться новым видом заработка. И вполне вероятно, это как наше окончательное решение по вестнику Земли, наши знания или то, что мы приобретаем, использовать как будто те варианты или те предложения, или где-то с учетом семерки огня ваши намерения для того, чтобы в последующем преувеличить, получить материальный доход как из своих знаний, из своего обучения, из своего профессионализма, из своей экспертности. Сам по себе результат, который не заканчивается, а как будто развивается и продолжается со знаком плюс. Второе у нас событие. Четверка воды. Здесь у нас как русалочка изображена, прекрасная. Конечно, есть те эмоции, которые нам придется проводить, хотим мы того или нет. И по десятке воздуха мы в самом начале уже с вами об этом говорили. Это, знаете, сам по себе период, нам карта говорит, ты себя не подгоняй. Вот, наверное, то, что я сказала, себя не тормошите и не муштруйте. На вторую половину октября это будет важно. Важно сохранять эмоциональный баланс. И то, что уходит, мы как будто провожаем. Есть по этой карте сновидения, к примеру. Может быть, у кого-то из вас могут быть, если мы с учетом единорога и области иррационального, как вещи сны. Или ваша интуиция, когда дает правильные подсказки, или вы можете во вторую половину октября прийти к выводу, почему же я себе не доверяла, а ведь я знала, что этим дело кончится. Или, наоборот, поблагодарить себя, какой я молодец, что да, я, в принципе, правильно все рассчитал. Пусть это было где-то у меня интуитивное предчувствие, и на какую-то конкретику я не мог это приложить как будто раньше. Но теперь я вижу по обстоятельствам, которые развивались, и правда, вот какой-то итог, он именно тот, который я предполагал. Тут в зависимости от того, что это будет, у каждого где-то по-своему. Но в итоге что мы получаем? В результате какого-то самоанализа, если мы говорим, приходит временное затишье, нам не захочется что-то форсировать, правда. Может быть, это касается отношений, и вам захочется пронаблюдать. Вам, наверное, может такое желание прийти, как я хочу посмотреть, как это откликается у людей, или то, что я уже сделал или сделала, как это работает. Увидеть вот именно тот самый итог, результат, о котором нам в верхнем ряду сказали карты. Давайте мы посмотрим третье событие, девятка огня. Знаете, наш какой-то импульс нам не должен помешать, правда. Вот больше, наверное, где-то самоанализа или не просто самоанализа, а в связи с теми событиями, которые разворачиваются вокруг вас, с какими-то обстоятельствами. По девятке огня мы вообще силу свою не тратим в ненужном направлении. Эта карта больше о самодостаточности, но и в то же время нас ничто не должно застать врасплох. Это тоже будет важно. Значит, предполагает эта карта тоже где-то остановку, неспешность. Значит, каким-то проектом мы занимаемся именно тот, который мы можем словно просчитать. Или переложить в какой-то тезис-план, прописать на бумаге и видеть что-то конкретное. Все то, что не конкретное, мы можем оставить как идею, но не карты все не говорят, что мы где-то это педалируем. Нет, видимо, позвольте какой-то ситуации развиться до какого-то итога, чтобы вы именно видели какой-то результат. У кого-то это, опять же, в отношениях может быть, когда вы должны видеть, это для вас будет важно, как в вашу сторону, может быть, откликается человек. Сохранить все то, что у вас имеется. Может быть, уделить внимание личной жизни. Есть повод для радости, есть повод для вдохновения, есть и для души что-то для вас, мои дорогие водолеи. Ну и по девятке земли для кармана тоже. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.